Приветствую всех на канале. С вами Алекс Моторный. Давненько не выходил с вами на связь с новостями. Но сегодня есть повод. Конечно, ужасный повод. Но таковы реалии нашей жизни. Харьков пережил 3 года войны. После ее окончания город столкнется с задачей восстановления, которая будет зависеть от экономических, демографических и геополитических факторов. Чуть позже в этом видео мы поговорим и предположим, как будет развиваться Харьков, опираясь на оценки разрушений, демографические изменения, экономические перспективы и исторические аналогии. Сегодня, 26 февраля 2025 года, была еще одна ужасная ночь для Харькова. 4 удара российскими беспилотниками по городу. Один попал по самому центру Харькова, по улице Сумской. 2 в Киевском районе, еще один попал в жилой многоэтажный дом на Салтовке. В результате атаки дронов по 2 районам пострадали 2 человека. В то время, когда вы смотрите это видео, коммунальщики латают дорогу, закрывают контуры домов и восстанавливают провода. Вот как это было. Один из российских беспилотников упал на проезжую часть в центре Харькова. Повреждены здания университета, оперного театра, выбиты стекла в окнах многоквартирного дома. В Киевском районе беспилотник попал во 2-й этаж 9-этажного дома. Возник пожар в квартире. Частично повреждены стены и стекла окон дома. Дом, в который попал беспилотник, уже был под ударом Российской Федерации в 2022 году. Его восстанавливали. Также было попадание в тротуар возле одного из кафе. Повреждены остекление многоквартирного жилого дома, здание кафе, контактная сеть троллейбуса. На днях российские войска также ударили по Харькову кабом. Снаряд упал на окраине города в Киевском районе. Под ударом было гражданское предприятие. Люди не пострадали. Вообще же в последние дни достается не только Харькову, но и пригороду и области особенно. Достается Золочеву и селам, расположенным вблизи. Например, 25 февраля на Громаду сбросили 5 кабов. Большое количество поврежденных частных жилых домов, есть пострадавшие. Кроме этого, россияне массированно обстреливают Дергачевскую громаду. Таких обстрелов не было с 2022 года. Например, в селе Цуповка уничтожена целая улица. Разрушены и повреждены десятки домов, много пострадавших. Кадры последствий прилета авиабомбы в селе Цуповка вы сейчас видите. В Купянске ситуация ухудшается с каждым днем. Как сообщил председатель Купянской районной военной администрации Андрей Беседин, российская армия давит со всех направлений и пытается уничтожить все логистические пути. В Купянской громаде все еще остаются 3000 жителей, которые, по данным Беседина, отказываются от эвакуации.
Город Волчанск вообще перестал существовать. Там сплошные развалины. Волчанск сейчас перед вами. Два крупнейших населенных пункта между Харьковом и российской границей, Золочев и Дергачи, за последнюю неделю подвергаются беспощадным бомбардировкам российской стороны. Жители сел, подвергающиеся обстрелам, говорят, такого ужаса не было с начала полномасштабной войны. Но удары последних дней никак не повлияли на жизнь людей. Они не покидают свои дома. Даже в приграничной Казачьей Лопани, которая находится в 2 километрах от России, численность населения остановилась на уровне примерно 550 человек. Похожая ситуация и в Золочеве. Харьков за время этой войны существенно изменился. Харьков больше не студенческая столица, половина детей школьного возраста не живут в городе. Зато город стал главным украинским хабом для переселенцев. Харьков до войны был промышленным и научным центром. В городе значительно пострадали крупные предприятия, а малый бизнес сократился из-за обстрелов и отключений электроэнергии. К февралю 2025 года Харьков понес значительные потери. По данным мэра Игоря Терехова, на конец 2024 года в Харькове было повреждено 8300 домов. Обстрелы фактически уничтожили собственную генерацию электроэнергии в городе. По оценке ООН, восстановление Харькова потребует 10-15 миллиардов долларов и 2-3 года интенсивной работы после прекращения боевых действий. После войны Харьков может столкнуться с демографическим вызовом, как это было после Второй мировой. Если, например, будет реализован сценарий заморозки, и Харьков останется прифронтовым городом, возвращение жителей может быть медленным, и население стабилизируется на уровне 800-900 тысяч человек в первые 5 лет. Энергосети, дороги и мосты требуют первоочередного восстановления. В 2024 году мэр Харькова сообщал о планах по реконструкции города. По его словам, новый генплан рассчитан на перспективу до 100 лет. План предусматривает строительство индустриальных и научных парков. Харьков имеет шансы повторить успех послевоенного подъема 1950-х годов. Но с учетом современных технологий и глобальной поддержки. Его развитие станет лакмусовой бумагой для всей Украины, показав, как страна может встать из пепла войны. Что касается всей Харьковской области, то боевые действия сказались тем, что на десятки лет Харьковщина останется наиболее заминированной территорией Европы. До войны Харьковская область была третьей площадью сельскохозяйственных угодий. Сейчас, по данным программы экономического развития Харьковской области на 2025 год, аграрии не могут возделывать 30% этих угодий. Они либо заминированы, либо находятся на приграничных прифронтовых территориях. До полномасштабного вторжения население Харьковской области составляло 2 миллиона 660 тысяч человек. Более половины людей жило в областном центре. 1 миллион 420 тысяч. За первые 3 месяца полномасштабки население Харькова сократилось до 400 тысяч человек. Затем, в начале 2023 года, Харьков снова стал миллионником, говорят официальные лица. Вторая волна массового выезда местных жителей произошла в январе-мае 2024 года. Тогда, по данным облгосадминистрации, Харьков покинули 50-100 тысяч человек. Сейчас в мэрии утверждают, что большинство этих людей вернулось. Кроме того, город пополнился переселенцами. Сейчас численность населения Харькова составляет 1 миллион 200 тысяч человек, из которых более 200 тысяч внутренне перемещенные лица. Из Харьковской области в течение 3 лет уехали 717 тысяч жителей. Это данные ресурса «Слободский край».
Вместо этого приехали 522 тысячи переселенцев. Таким образом, область потеряла почти 200 тысяч человек только из-за миграции. В Харькове стало меньше и детей. В начале 2022 года в городе проживало около 130 тысяч школьников. По последним данным Горсовета, сейчас в Харькове осталось только 53 тысячи учеников школ, то есть только 40% от довоенного количества. Вместо этого стало больше пенсионеров за счет переселенцев. По данным Горсовета, каждый четвертый из временно перемещенных лиц, то есть более 53 тысяч человек, на пенсии. Несмотря на эту неутешительную статистику, Харьков до сих пор город-миллионник с метрополитеном и десятками промышленных предприятий. А Харьковская область стала пристанищем для десятков тысяч новых жителей.